Всем добрый день! Сегодня я хотела просто с вами поболтать, может быть, подвести какие-то итоги предварительные, да, может быть, поговорить о планах на будущее. В общем, что я хотела сказать. Я уже показала 4 модели лифа для купальника. Сейчас готовлю моделирование трусиков. Моделирование будет по выкройке боди, которую мы недавно с вами строили. Если не строили, кстати, переходите по ссылке в описании в телеграм-канал, там в навигаторе все подробно написано, то есть все темы, которые мы проходим, там все по полочкам, то есть там намного удобнее, наверное, найти, да, то, что вам нужно. Есть у меня сайт на Рутюб, на Дзене, на YouTube. Но я думаю, ну, по мне так проще, наверное, лучше общаться именно в телеграм-канале. Если у вас есть телеграм, вообще, в принципе, есть телеграм-канал, подписывайтесь. Подписка совершенно бесплатная. Вчера буквально я сделала заказ еще на тканьке. Это лайкра однотонная, точная это лайкра, не такая, как я вот говорила, которая принтованная была, да, что-то, кстати, свет, по-моему, мигнул, которая принтованная, которая совсем не лайкра. Это будет лайкра настоящая. Я заказала чисто черного цвета и такой, знаете, яркий салатовый цвет. 2. И к ним подходящую сеточку. Я хочу из черного цвета сшить себе что-то типа топа. Подожди, зай. Что-то типа такого топа, да, чтобы спинка была тоже вот так закрытая, чтобы все здесь было закрыто, но хочу сделать вот эту поддержку. Естественно, она будет переходить на спинку более широкую. То есть я хочу сшить такой топ, чтобы летом носить с какой-то легкой юбкой или с какими-то легкими брюками, может быть, под какой-то жакет, но и, возможно, я сделаю не блестящей стороной на лицевую сторону, а более которая матовая, да, то есть, ну, как бы вот такие у меня планы. А из салатового хочу сделать еще один полностью комплект, купальник для себя, который я возьму уже в отпуск. Вот. Ну и, конечно же, я хочу, вот я выкроила, я уже говорю, у меня тут прям вот остатки вот такие, да, пришлось по переду сделать шов вот такой, тут у меня вот выкроила, да, обычные трусики, эти трусики у меня будут к вот этому лифу, то есть я хочу лиф этот все-таки поносить. Вот такой. Кстати, здесь черная застежка, можно сделать обработку черным цветом. Я вот сижу и думаю, чем же обработать, потому что такой ткани у меня уже нет. Бейка трикотажная, такого цвета тоже, знаете, это сложно найти. Вот чтобы прям пульная была, как говорится. Поэтому я думаю, что все-таки мне придется обработку делать черной трикотажной бейкой, но я хочу оставить вот этот вот комплект. Я надеюсь, это будет смотреться вот такой закрытый, более такой закрытый лиф. Но у меня как бы и трусики будут такие, не слишком открытые, да. То есть спинка закрыта максимально, да, широкая вот здесь по боковой части. То есть вот так. Я хочу сделать, наверное, вот к этим всем моделькам, которые вот у меня пробники, я не буду ничего делать. Я хочу сшить салатовый комплект, может быть, с каким-то, с чем-то, может быть, с черным смешаю, может быть, с какими-то своими остатками, у меня тут еще остатки остались. Может быть, кстати, вот тут у меня тот салатовый, а вот тут еще зеленый тоже лайкра, да, лайкра зеленая. Может быть, вот с ним скомбинирую, то есть посмотрим. Может быть, даже вот с этим у меня тоже здесь осталось еще, может быть, скомбинирую. То есть я пока не знаю. Поэтому планы, пока планы у меня такие облачные, скажем так, туманные, да. Но планы пока что о купальниках. Ну и я немножечко о быте своем, да, немножечко поговорю. Значит, я все еще готовлюсь, медленно, но верно готовлюсь к ремонту. Уже много мы разобрали, я уже 2 шкафа даже продала. Вернее, как продала, только договорилась, еще их не забрали. Должны вот забрать скоро, уже освободила. И мне нужно, самое главное, еще
два горку разобрать, там тоже много всего, и один самый большой шкаф мне нужно разобрать, ну и переходить уже к кухне. То есть у меня еще месяц, поэтому я сейчас быстро снимаю все эти мастер-классы, и я заканчиваю, ухожу в очередной отпуск, потому что я не смогу и снимать мастер-классы, и все это убирать, мне придется все это сложить. Мы переезжаем в эту комнату жить на эти, сколько там, 2 месяца, наверное, да, будет, придется, ну, плюс-минус 2 месяца придется жить в этой комнате, в этой моей мастерской, поэтому сюда мы перевозим огромный этот наш диван, собираю я все свои вот эти шкафчики, слава богу, он у меня сборный. И максимально мы здесь просто будем уживаться, вот так вот, ужиматься и жить здесь. Там мы должны все освободить. Поэтому на это нужно много времени. Очень много времени. Несмотря на то, что я не работаю, ну, как бы время нужно. Я продолжаю ходить в центр. Несмотря ни на что, я продолжаю ходить в центр. Ну, я продлила еще на недельку. Возможно, еще недельку продлю. Там у меня как бы сейчас еще месяц впереди есть, да. Вот, возможно. Ну, пока я не знаю. И продолжаю заниматься стретчингом. Кстати, я похудела уже очень хорошо. У меня был вес, ну, прям максимально я дошла. Я прям сорвалась, да, конкретно. Я дошла до... Ну, кстати, еще из-за кое-каких лекарств меня просто расперло, можно сказать, прямо, да, говорить, если. И я дошла до 63,5, это с утра натощак. То есть представьте себе, что вечером я уже была где-то к 65. Ну, то есть это было просто невозможно. Для меня это очень много. И сегодня утром я встала на весы ровно 61. То есть представьте себе, да, сколько я, как хорошо я сбросила. Но, естественно, помогают мне девочки в центре, естественно, помогает мне это занятие стретчингом, потому что мне нужно держать себя в форме. То есть как бы это уже, наверное, можно сопоставить. Я всегда такие сложности сопоставляю с процессом, когда ты бросаешь курить. Когда у тебя огромный стаж, у меня стаж курильщика было 28 лет, да, это очень много. И когда ты бросаешь курить, я, когда бросала курить, я, наверное, где-то полгода над собой просто издевалась. То курю, то не курю. И мне было плохо. И у меня организм вот так вот боролся весь, вот так. Наверное, там все внутри переворачивалось вверх дном. Просто это было не... Это вот я сейчас рассказываю, это как бы просто, да, но это было просто настолько сложно. И вот тут... И вообще организм, то есть, ну, наверное, самое сложное это вот тут, привыкнуть, что ты не куришь. И причем нужно было не только привыкнуть, что ты не куришь, а нужно еще было не заедать эту беду, можно сказать, да, чем-то вкусненьким, сладеньким и так далее. То есть вот к этому еще нужно было привыкнуть. Ну, слава богу, я тогда еще работала, как бы было на что отвлекаться. Работала, и выходные я шила, да, у меня были съемки и все, то есть как бы, ну, было на что, как говорится, отвлекаться, слава богу. Но все-таки я набрала, когда бросила курить, я набрала около 10 килограмм. Но сейчас я не хочу сбросить те же 10. То есть мне вот сейчас еще килограммчик до 60, ну 60, 58, я думаю, была бы просто счастлива. То есть больше я не хочу сбрасывать. Почему? Потому что я понимаю, что уже возраст не тот, и уже все вот тут и так вот как бы уже не, как говорится, неровности, да, линии неровные, и так все, и будет еще хуже. То есть я это понимаю. Мне главное, чтобы мне было легко. Легко дышать, легко ходить, легко жить. Вот так вот. Мне сейчас легко. Ну вот я бы еще килограммчик для успокоения души я бы еще сбросила. Я начала, то есть я как бы ушла в другие дебри, да, я хотела сказать о том, что я полгода настраивала себя на то, чтобы бросить курить. Мой муж бросил за 2 дня. А я полгода, причем вот прям жестко издевалась над собой. Я практически выла на луну, как я хотела курить, да. Но в итоге я бросила. Слава богу, я очень счастлива. Кстати, в следующем году уже будет 10 лет, как я не курю. Поэтому, ну, прям вот превосходно. И сейчас, наверное, мой мозг начинает
как сказать, уживаться с мыслью, наверное, начинают привыкать к мысли, что не нужно, то есть запретный плод сладок, понятно, да, но не нужно на него вот так вот прям набрасываться. Я понимаю, что если я что-то хочу, я могу себе позволить. Например, вчера ну, очень захотелось мороженого. Я же без мороженого, как, не знаю, как кастрюля без крышки. То есть я вообще просто не люблю, то есть не могу выжить без мороженого. Для меня это, ну, наверное, как сигарета, да, для курильщика. Вот, поэтому, ну, а сейчас, раньше каждый вечер мороженое, каждый вечер. Причем я брала такую мисочку хорошую, да, килограммовая покупала и прям накладывала себе там мисочку такую. И еще сверху какое-то варенье, там шоколад потру, и, ну, то есть благодать, и сижу, наслаждаюсь. Но сейчас же я уже пришла к тому, что порция у меня в 3-4 раза меньше. То есть, если, допустим, я брала эскимо, то это 2 или 3 эскимо за раз. То есть вот так, да. А сейчас у меня одно, и мне хватает вот так за глаза. И как бы душа радуется, да, успокаивается, что я съела мороженое, и все хорошо, и все замечательно. И вот я вчера вечером сказала, съела мороженое, но сегодня у меня все-таки минус на весах, потому что я как бы весь день не то что держала себе прям в ежовых рукавицах, а я уже просто привыкла мало кушать. Несмотря на то, что я могу что-то такое запретное съесть, но я съем мало. Кстати, я насчет запретного, да, я отказалась полностью от соленых огурцов, которые я очень люблю, и от соленой, ну, мало соленой рыбки. Очень люблю, но, возможно, из-за того, что у меня одна почка, это у меня врожденная болезнь, ну, я как-то, по-моему, говорила, да, сейчас у меня одна почка, и я живу с ней уже много-много лет. 8 лет, в 7 лет мне ее удалили, и вот я живу уже много лет с этой почкой, и я думаю, что вот маленький кусочек рыбки у меня сразу, вот маленький, и у меня сразу на весах плюс 500-700 за один день. Представляете? Ну и потом я это все очень тяжело сбрасываю. Это, естественно, вода. Несмотря на то, что мы воду и так пьем, я сейчас, кстати, приучила себя воду пить 1,5 литра в день. Мне это сейчас вот так за глаза, пока больше мне не требуется. Слава богу, приучила и это пить, потому что раньше мне, допустим, стакан воды выпил с утра, и на голодный желудок натощак с утра выпил стакан воды, и я весь день ходила как водяной. То есть буль-буль-буль, вот это вот, понимаете, то есть и тяжело, и дискомфорт. Ну, в общем, вот так. А сейчас, представляете, 1,5 литра воды в день я выпиваю и чувствую себя просто превосходно, ничего не мешает. Единственное, что, да, бегать приходится часто. Недавно ходила к подруге на юбилей, вот, и пока до нее дошла, я думала, что я не добегу. Прибежала, быстренько поздравила и сразу в туалет. Ну, вот такая вот история. Да, приходится часто бегать, но из-за того, что, видимо, все-таки, слава богу, справляется. Я думаю, что справляется все-таки моя почка, потому что, ну, как бы, а вода у меня не задерживается. Ну, естественно, если я не ем вот это вот соленое. Соленое, кстати, мне запрещали еще в детстве. Прям вот сразу, как с почкой поняли, что у меня с почкой проблемы. Мне тогда еще запретили острое, соленое. Но я очень любила вот эту вот малосоленую рыбку, я очень любила корюшку сушеную, но после корюшки у меня были приступы всегда. Вот поем, ну потому что малосоленую рыбку ты съешь кусочек там с картошкой, там с чем-то там еще такое, да, то есть как бы немного, а соленую, то есть это корюшку сушеную мы обычно вот берем, ставим перед собой что-то такое, емкость какую-то большую, и всей семьей вокруг сидим, и нет меры просто. Вот, и у меня после этого всегда меня увозили в больницу приступы. Тогда еще не знали, что у меня почка. Я еще была маленькой. По-моему, первый приступ у меня был в 4 года, когда мы наелись. Папа принес вот такой мешок корюшки сушеной, и мы просто наелись. Конечно, не всю мы съели, но я не знаю сколько, но мы много съели. И утром меня увезли на скорой. Ну вот, ладно, давайте не будем сейчас о болезнях. Я имела в виду, что вообще к чему я все это говорю? К тому, что мозг начинает привыкать к тому, что даже если запретный плод сладок, ты не обязательно ты должен его съесть много, да, то есть, ну вот, тебе позволили подойти к этому запретному плоду, и тебе нужно съесть его прям целую гору. Нет, съела кусочек, успокоилась, даже карамельку, вот я тоже как бы, ну,
когда я себя ограничивала в еде, когда мне сказали, что нужно есть 250 грамм за завтрак, за обед, за ужин и не больше. И вся твоя порция, все, что ты съедаешь, должно быть 250 грамм. Я, конечно, иногда ем больше, но я смотрю еще по калориям. То есть, ну, естественно, если это салат овощной, да, 250 грамм ты съешь его, ты его не наешься, там просто практически нет калорий. Ну, как бы вот это вот сопоставляю, естественно, что-то где-то яичко добавлю, да, или еще что-то. То есть вот так. И как бы нормально процесс идет. Процесс похудения идет. И причем у меня не просто процесс похудения, а еще есть как бы то, что я хожу в центр и занимаюсь стретчингом, и подтяжка кожи, и подтяжка мышц там, потому что разные аппараты, вплоть до микротоков, что я как бы не очень, моя нелюбимая, да, микротоки, и DSR, которая прям вот прижигает или прижимает, сжимает, там что только она не делает. В общем, это бывает болезненно, но я как бы, ну, вытерпливаю. Но зато подтяжка, хорошая кожа. В общем, мой мозг начинает привыкать к тому, что нужно знать чувство меры. Во-первых, когда ты объедаешься, да, особенно если на ужин объелась, и если там, допустим, вот я ходила на юбилей, да, к подруге, и все объелись, все сидели там, ой, как мне тяжело, а я сидела такая налегке. Я съела 2 хороших таких кусочка курицы, очень мягкая курочка, я съела немножко овощей, и в основном я пила морс. То есть не было ни алкоголя. Кстати, там, ну, как бы никто так прям сильно не напился, да, хорошо было, прям посидели. Но единственное, что все объелись. Значит, когда вышли из-за стола, потому что не было ни танцев, там ничего такого движения, да, и когда все вышли из-за стола, такие, ой, как мне прям вот тяжело. А я вышла такая с легкостью, такая, хоп, а я еще и потанцевать могу. То есть, понимаете, когда вы поймете, то есть мозг ваш сообразит, что никакая там кукла на холодильнике или какие-то там жесткие ограничения вам не помогут, а когда помогут именно те ощущения легкости, когда ты вроде и сыт, и доволен, то есть у тебя есть какой-то доступ к вкусняшкам, да, что вы любите больше всего, и при этом вы чувствуете себя легкой, комфортно вам, да, и настроение при этом хорошее, тогда вы, наверное, придете к тому, что да, нужно делать вот так-то, нужно делать все правильно. Я сейчас еще как бы сижу на таблетках, какие-то там концепция здоровья меня подсадили, но я думаю, что все-таки я это временно, то есть я не буду долго на этом сидеть, мне хочется наладить работу организма, у меня есть некоторые еще проблемы, поэтому я, конечно, ищу пути вот эти вот. Это не лекарства, это не БАДы, это, ну, вот какое-то вот посоветовали мне концепция здоровья, да. Мне сказали, что на 5-й день, когда я еще не пила, мне вот когда советовали, мне сказали, что на 5-й день у всех поголовно сдувается живот. А у меня он, наоборот, надулся, как раз на 5-й день. Он прям надулся, я тут еле ходила, причем все было хорошо, организм работал, но у меня прям вот не знаю, что это было, и мне было прям тяжело. И я, конечно, с этой девушкой, которая меня курирует, которая меня как бы, ну, как ведет, направляет, да, я с ней всегда на связи, она мне советует. Но знаете, я поняла, что вот я пропила до этого гастрофилин, который мне очень помог, ну очень, очень-очень, я прям не знаю, наверное, на 200% гастрофилин мне помог. Получается, на месяц, там курс месяц надо пройти, на месяц где-то что-то более 20 тысяч. Вот, а тут немножко дешевле, я хотела просто еще улучшить. Я не буду сейчас говорить, вдаваться в подробности, да, как бы такая неприятная тема, да, но я хотела еще улучшить работу своего организма, да, вот так скажем. И мне та же женщина, которая мне посоветовала гастрофилин, посоветовала вот эту вот концепция здоровья. Вот. И я пью его уже 2-й месяц, ну как-то вот
результат, может быть, и есть, но он очень-очень маленький. Если мне гастрофилин помог, допустим, у меня уже на 6-й день я почувствовала себя лучше, и я поняла, то есть я уже понимала по ощущениям, да, что работает все, у меня все хорошо, у меня нет вот тут вот нет скоплений, да, то есть как бы и легко, да, и ощущения, то эта программа как бы нет. Не такое ощущение. Но я сейчас уже допью то, что я деньги потратила, допью, она, конечно, дешевле, чуть ли не в 3 раза. Вот, я допью и, наверное, прекращу. Единственное, что эта программа мне помогла, это то, что я приучила себя пить воду 1,5 литра в день. Ну, конечно, она, может быть, и без программы я бы себя приучила, но все-таки, как говорится, что не делается, что где-то что-то к лучшему. Вот, слава богу, да, что хоть откуда-то я взяла, как говорится, по чуть-чуть откуда-то беру что-то хорошее. Это здорово. Где-то я говорю нет, где-то я говорю да, где-то я говорю ура. То есть, ну, это вообще здорово. Поэтому я сегодня хочу всем пожелать: будьте здоровыми, будьте красивыми, занимайтесь спортом. Что, кстати, насчет спорта? Я уже хотела попрощаться, но мысля, как говорится, хорошая пришла. Что касается спорта, когда я только подумывала, когда я поняла, что я уже становлюсь такой прям необъятной, да, когда я поняла, что мне прям тяжело, и я уже говорила дышать, ходить и вообще жить, я задумывалась о том, чтобы, ну, в молодости я иногда, да, мы там прыгали с сестрой фитнесом, да, занимались. Ну, раньше было, как это вот называлось? По-моему, фитнес назывался. Сейчас уже не вспомню. И аэробика, да, была, вот. И я начала в интернете искать, листать что-то похожее. Я начала искать, мне попадались, ну, я как бы много, да, прошла там, и прям вот для начинающих, потому что, ну, сколько лет 20, 30, 40, уже ничем таким серьезным не занимались, да, поэтому я начала искать именно для начинающих. И вы знаете, начинаешь заниматься, ну, как, стоит тренер, да, перед тобой, и ты вот смотришь и начинаешь повторять. Проходит минут, наверное, 15, ты уже весь такой, вот так вот, уже весь не можешь, а тебе говорят с экрана: разминку закончили, а теперь начинаем заниматься. И ты тут понимаешь, что, господи, тебе разминки этой просто за глаза, ты уже просто никакой, ты уже ничего не можешь, у тебя все болит, причем не обычно на следующий день должно болеть, да, или там через день, а у тебя уже сейчас все болит, и ты уже просто вот так вот хочешь лечь и вот так вот ничего не делать. Вот, и так они практически все. Я решила почитать комментарии, ну, что люди пишут, нормально вот, ну, начинающие, да, вот так вот начинают сразу с таких вот жестких действий. И вы знаете, очень много комментариев под такими видео, именно такие ощущения, как у меня. То есть люди пишут: я уже на разминке просто выдохся, да, или выдохлась, там и женщины, и мужчины были, а вы только начинаете, да, ну, то есть, как бы, ну, не подходит, это точно не для начинающих, поэтому нужно, конечно, для себя искать те варианты, которые именно подходят для вас. Я, кстати, когда вот нашла Нику, с которой занимаюсь сейчас стретчингом, я ей очень благодарна, она меня, знаете, мне очень нравится, что она меня выслушивает, я иногда начинаю ныть, ну, как старушки, знаете, там болит, тут ничего не хочу, тут у меня опять проблемы, и вот это вот, и она меня выслушает, она меня поддержит, причем она молоденькая девочка, ей только недавно исполнилось 24, и мне 52, да, то есть вот такая вот разница, а мы с ней нашли такой общий язык, ну, прям очень хорошая девочка, мне прям нравится, и она, знаете, я когда-то ей сказала меня не жалеть, даже если я буду ныть, потому что все мы люди, да, мы можем иногда высказать свое настроение, хорошее оно или плохое, мы можем высказать, мы можем, ну, собеседник есть, значит, надо говорить, правильно, ну, вот такие вот мы. И Ника, она умничка.
несмотря на то, что вот есть у меня такие упражнения, которые я просто не могла делать. Ну, не могу. Допустим, пальцами ног взять карандаш с пола. Ну, попробуйте, вот попробуйте. А, кстати, это очень хорошее упражнение, когда болит косточка. Это очень хорошо помогает. Вот я буквально месяц назад, я просто, наверное, полчаса только поднимала этот карандаш. А вчера я сделала на ура 5 раз одной ногой, 5 раз другой ногой. Понимаете, то есть девочка добилась того, что я смогла. Я вчера даже пошутила, говорю, скоро обезьяной стану. Вот. Поэтому я к тому, что нужно искать того, кто вам подходит. Еще раз говорю, вернусь к тому, что когда я искала себе тренера, я рассказывала, во-первых, ему свои проблемы, потому что тренер, если он опытный тренер, если он знает свое дело, он должен понимать, какие проблемы, допустим, с организмом, какие нагрузки были по жизни, каких не было, то есть с чего начать, он должен это понимать. Да, естественно, возраст, вес, он должен это все сопоставлять. И, знаете, мне многие, ну, во-первых, по цене меня не устраивало. Одно занятие 1500, одно занятие 1200, 1700 одно занятие, да, и они говорили как минимум 3 занятия в день, ну, то есть, ну, это просто разориться можно. И в основном они все говорили, что надо купить экипировку, то есть надо купить какие-то гантельки, нужно купить штанговую вот эту вот палку, потому что нужно делать, как он называется, господи, перекладину эту, подтягиваться. В общем, такие, знаете, прям сразу жесткие. Я говорю, вы понимаете, что если человек 50 лет ничем не занимался, к тому же есть проблемы со здоровьем, ну и сразу взять вот так в руки гантели и начать там что-то где-то силовые упражнения делать, ну это нереально. Вот, и поэтому у меня там несколько человек сразу прям отсеялись. А с Никой я поговорила, с Никой мы побеседовали, она меня все расспросила, она рассказала, что и как мы будем делать. Мы с ней договорились о времени, мы с ней договорились о дате, то есть днях, когда мы будем заниматься, да, и о цене, то есть 800 рублей сразу, хоп, мне сразу это понравилось. Мне понравилось, что девочка молодая, хотя я думала, что опыта мало, но нет, 7 лет у нее, по-моему, или даже 10 лет у нее стажа, она спортсменка, то есть она с молодости, с детства, получается, спортсменка, и она до сих пор, она практически всегда в зале, у нее даже бывают занятия в зале, и онлайн занятия в зале, и так, ну, то есть приходящие люди, она живет в Краснодаре, по-моему, или в Краснодарском крае, вот, и девочка до сих пор занимается, и она знает свое дело. То есть она знает, на какие точки, как говорится, надавить, да, какие, что занятия. То есть вот рассказала, допустим, я ей, что у меня болит косточка на ноге. Все, сейчас не болит. Прошло какое-то время, она у меня не болит, потому что я ей рассказала, и она мне посоветовала какие-то занятия, упражнения. У меня болела пятка, ну было какое-то одно время, я не могла на пятки вступить, да. Вот сидишь, не то, что там устала, а нет, сидишь, отдыхаешь, встаешь, и просто вот пятки как будто там прям лезвием вот так вот режут. Опять же, она мне сказала, что-то такое рассказала, что у меня перестали болеть пятки. То есть, ну, молодец девочка, что скажу. Несмотря на то, что она молодая, она очень просто молодец. Поэтому, если что, кстати, у меня есть, опять же, в телеграм-канале ссылочка на ее телеграм-канал. Можно подписаться, можно с ней созвониться, если она вам нужна, допустим, ну, также по занятиям, да, ради бога. То есть, девочка такая простая, легкая в общении, никаких там каких-то выкрутасов нет, то есть, ну, прям вот, мне очень она нравится, то есть, прям хвалю вот так вот на все 200%. Ну, в общем, на сегодня я с вами прощаюсь, мне нужно еще пойти приготовить, покушать, пойду погуляю с собачкой, нужно растрясти, как говорится, свой жирок, и, повторяю, подписывайтесь в мой бесплатный телеграм-канал «Швейная продленка», ссылочка будет в описании под этим видео. Всех жду с нетерпением. На сегодня всем пока. До новых встреч. Всем классного настроения.